Всем здрасте, друзья! Сегодня у нас будет очередной, я не знаю как сказать, кемпинг, выезд. Ну, короче, поедем мы с палатками на берег озера Кеннерет. Постараемся попасть на дикий пляж. Есть у нас одно очень любимое место. Если оно будет свободное, мы сегодня обоснуемся там. На ночь, на две, посмотрим. Сегодня вечером в Израиле начинается праздник, День независимости. И мы решили в этом году на День независимости, а почему нет, поехать на Кеннерет. Поэтому я и говорю, что если место дикое, наше любимое, будет свободно, там мы и обоснуемся. Потому что не одни мы, скорее всего, решили поехать в этот день на природу. Вот вы видите, за мной машина, я уже собираюсь. Через буквально час-полтора мы выезжаем. Ну, ребята, приехали мы, место нашли. Я уже вещи ношу, поэтому такой немножко запыхавшийся. Место занято двоюродными. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Но все двоюродные сейчас собираются и уже уезжают. Так обычно бывает перед Днем независимости. Они сидят на пляжах в День независимости, приезжают евреи. Ну все, место нашли, место неплохое. Единственное, что оно очень-очень сильно засрато. Вот такое. Естественно, мы весь мусор собрали и убрали, и вынесли, и выбросили. Мусор — это проблема Кеннерета. Люди, убирайте за собой мусор. Поймите, что это наша страна, единственная. Другой у нас не будет. Если мы ее засрем, то мы будем жить в говне. То начинаем располагаться. Угу. Вот такое место мы нашли. Ну, мусора здесь полно, сами видите. Посмотрите, вообще. Но мы это все убираем, как бы. Уносим. Вот, кстати, вот столько мы уже собрали мусора. Вот он. Сейчас унесем его, тут недалеко баки. Люди, свиньи, как обычно. Баки 2 метра стоят отсюда, а никто ничего не выносит. Блин, ну ты посмотри, а. Да, ребят, соседи нам попались очень веселые. Я надеюсь, меня слышно. Одна радость, что они уезжают. То дохлого сама принесли, прям напротив нас выбросили в воду. Лежал у них сом, они решили его отпустить. Сейчас вон, питы в воду выбрасывают, рыбок решили покормить. Вообще сумасшедший ужас. И вода, правда, все ближе и ближе и ближе и ближе к нам. И новый мусор приносит и приносит. Вот так наш лагерь выглядит. Но это еще не все. Сейчас приедут еще люди. И будет еще одна палатка. Ребята, вот сейчас хочу вам рассказать одну вещь. Я не знаю, судите сами. Сегодня вечером начинается День независимости Израиля. Сейчас, на данный момент, еще не закончился День памяти солдатам и жертвам терактов. И в честь этого все израильтяне практически цепляют на свои машины флаги, ушки на зеркала автомобиля. Ну и я также подцепил на свою машину, на зеркала автомобиля ушки
тряпичные такие, с флагами Израиля. Приехал, вот я припарковался здесь. Пока я относил вещи, возвращаюсь. Посмотрите, что эти суки сделали с флагом на машине. Его сорвали, потоптались, вымазали в грязи и нацепили назад. Если что, вот он второй. Его тоже пытались сорвать, но нет, не смогли почему-то. Видать, ума у них, мозгов не хватило немножко. Ребят, как можно с ними жить в одной стране, скажите? Я всех люблю, все люди, но вот эти вот. Короче, делайте выводы, кто они и с кем мы живем. Суки они просто. Так, вот так наш лагерь выглядит сейчас. Я не знаю, слышно, не слышно. Убрали мы маленькую палатку. Приехала еще одна палатка. Ребят, посмотрите на этот замок. Короче, на 8 человек. Она занимает все пространство. У нас на 6 человек, но она 6 человек никогда не умещала. Вот так вот у нас культурно-развлекательная программа. Вот так мы подготовились. Вот тут мы мангальчик поставили. Водичка прям в ноги бьет. Сейчас будем мясо жарить. Ой, с мусором бороться невозможно. Прям вот его приносит и приносит. Ну, как вы видите, вон, мусора в воде полно. Кстати, вот это все, что вы видите, раньше было берегом. Вот буквально где линия прибоя, это был берег. И причем вот так вот от камышей, ну, примерно метров 6 в сторону воды, это все был берег. Это вот за зиму в Кенерете водички прибавилось. С Днем независимости, Израиль! Доброе утро, это уже следующий день. Вот так сегодня выглядит Кенерет. Намного спокойнее, чем вчера. Водичка даже прозрачная. Сейчас солнышко выйдет и даже купаться, скорее всего, пойдем. Ну, как обычно, мусор прибивает. Вот сюда прибило какой-то мусор опять. Но с мусором тяжело бороться. Весь берег в мусоре. И сколько мы здесь не убираем, все равно сюда мусор несет. У нас утренние процедуры, кофе. Ночь прошла, ой, глаза, я еще не умывался. Ночь прошла, конечно, не очень хорошо. Тут недалеко, прям с двух сторон музыка играла всю ночь. Ну, на то он и дикий пляж. На платных пляжах музыки нет, они все тихими считаются. Ну, они даже и не платные пляжи. В Израиле, в принципе, на Кенерете почти нет платных пляжей. Есть пляжи, на которых ты платишь за стоянку. И вот на этих пляжах есть туалет, вода, душ. И там громко музыку слушать запрещено. Даже практически вообще нельзя слушать музыку. Ну а здесь, на диких пляжах, где нет никаких удобств, но ты вроде бы как сам, все равно в каких-то местах, получается, ты слышишь соседей с их колонками размером с автомобиль. Ну, везде есть свои плюсы и минусы.
А теперь можно пойти купаться. Проведем тест одного блогера, который всегда говорит: мой любимый тест, захожу в воду по колено, если вижу пятки, вода чистая, вижу пятки, не вижу пятки, да пофиг, это Кинерет. Купаемся. Я не знаю, слышно меня или нет, опять тут музыка орет, соседи, короче, празднуют, все нормально. Я с камерой нырять сегодня не буду, потому что когда я нырял в Эйлате, я обнаружил, что она течет, пропускает воду. Я заказал аквабокс, но пока он и не пришел еще, я так что под водой снимать не буду. Скажите пару слов для нашего репортажа. А вы скажите пару слов для нашего репортажа. Ты решила поговорить, да? Скажи пару слов для нашего репортажа, пожалуйста. Скажи, Гав. Молодец. Вот, ребята, вот эта палатка, посмотрите на нее. Она просто огромнейшая, просто огромная палатка. Она якобы рассчитана на 8 человек. Ну, в принципе, 8 человек здесь поместятся, но еще плюс, посмотрите, какая высота. Здесь можно стоять просто полный рост. И когда я ее увидел, я не поверил, что она такая большая. В сложенном состоянии она вообще очень маленькая. Она размера средней палатки. Ну, скажем, примерно вот так же, как моя. Моя якобы на 6 человек. Ну, там, троим комфортно, конечно. А здесь, ну, прям просто мега огромная палатка. Вот таких я еще не видел. Нам пришлось немножко тут джунгли подрубить для того, чтобы эту палатку поставить. Ну ничего. Это вот моя палатка, как я уже говорил. Она якобы на 6, но на 6 там вряд ли. На Кинерете поднимаются волны. Чего-то как-то погода не стабилизируется. Обычно летом здесь до часов 4 волн нету. Потом поднимаются волны, и всем опять все успокаивается. А сейчас прям вот практически с утра опять волны. Но ночью и утром было тихо. Если не считать бешеных соседей со своими колонками размером с автомобиль, то было нормально. А у нас полным ходом идет приготовление к шакшуке, которую вы уже видели раньше. Сегодня тоже будет шакшука. Вот он, мы уже поставили печечку. Вон там уже режут все на шакшуку. Так что сейчас будем жарить шакшуку. Этот чесночок, запах удивительный, просто не поверите.
Это у нас не томатная паста, это помидоры. Это именно порезанные, перетертые помидорки. В прошлый раз это Даня сидел, мешал, как Миша сидит. Миша мешает. Помешивает. Специи. Специи, о. Объясни людям, что это? Белочек, это белок от яичек. Там еще коробка здесь. Горит еще, да? Да? Люди уже в прошлом видео видели, они уже знают, уже облизывали. В комментариях уже там это слюной давили. В комментариях слюной давили. Сейчас пусть еще раз давят. Сегодня еще красивее, да? Это потому что Миша мешает. Вон, ребята, тут говорят, что это еще красивее, чем в Элате. Давайте, посмотрите и в комментариях напишите, где лучше было, красивее, в Элате или здесь. В Элате тоже было неплохо, но здесь говорят, потому что Миша мешает. А вы мешаете? Не, он шакшуку мешает. Ребят, вот здесь в подсказках, вот тут вверху, я оставлю ссылочку на видео, где мы в Элате делали шакшуку, кемпинг в Элате. Посмотрите, пожалуйста, какая разница и что лучше, там, вот там, или вот здесь. Скажите, напишите ваше мнение в комментариях. В Элате шакшуку делал тандем Лена и Даня, а здесь тандем Лена и Миша. Давайте проголосуем в комментариях, кто из них лучше, у кого лучше получилось. Вот сегодня на стоянке уже одни евреи празднуют День независимости, вон флаги израильские. Вчера тут были одни двоюродные, и как я вам показывал, вандалы попытались мне флаги сорвать. Ну ладно, это на их совести. Жалко, что мы ничего с этим не делаем. Джунгли просто. Жрем без меня, да? Мы тебя, видишь, а тебе беспокоились. Тебе даже наложили. Они мне даже наложили. Все, ребят, заканчивается наш отдых, наше приключение, наш кемпинг. Вот мы уже собираемся, одну палатку уже убрали, собираем вторую, собираем кровати, собираем все и по домам. Все, ребят, собрались мы, я запыхался немножко, ну все,
Закончили мы наш отдых. Вот сейчас спущусь, проверю, не осталось ли чего после нас. И все. Ну, вот. В принципе, вот так. Вот эта тряпка, она здесь была. Я ее не стал убирать. На нее очень удобно палатку ставить. Понятно, что весь мусор я убрать не смог. Но здесь мусор, он буквально вот убираешь, и вот тут же волнами приносят. Мусор это бич Кинер, это тут люди вообще практически за собой не убирают. Не, ну может есть какие-нибудь супер ответственные, как мы, и чужой мусор уносим, и свой. Всем большое спасибо. Большое спасибо за то, что посмотрели, за то, что оцениваете, за то, что продолжаете смотреть. Не забудьте мою просьбу, пожалуйста, шакшука. В подсказочках будет видео с Эйлата, где мы готовили шакшуку. Я вас очень прошу, посмотрите и оцените, где вышло лучше. Ну, вкуснее, ну не знаю, мне кажется, вкуснее было в Эйлате, но посмотрите и скажите. Всем удачи, всем хороших отпусков, хорошего отдыха, лета, мира, здоровья. Всем пока!